Всем привет! Сегодня сериал «Мальчики краше цветов» или там «Цветочки после ягодок». Там много названий, честно говоря, я в этом не сильно-то разбираюсь. 2009 год. По японской манге Камио Йоко. Есть много версий с разными названиями, но я знаю только корейскую версию. Сценарий Юн Джи-рён, режиссер Чон Ки-сан, актеры Ку Хи Сон, Ли Мин Хо, Ким Бом Хи Джун, Ким Джун. Я смотрела сериал давно, мне он очень понравился. Никаких других версий я не видела. Первая серия начинается с того, что парня в богатой школе до того загнобили, что он готов был спрыгнуть с крыши. Но девочка из химчистки привезла заказ этому парню и спасла ему жизнь. Разразился скандал относительно школы для богатых, и директор школы решила принять эту девочку в свою школу, чтобы как-то замять это дело. Девочка категорически отказывается идти в эту школу, но в итоге она все-таки оказывается в ней. Я не вижу проблемы. Девочка симпатичная, хорошенькая даже, я бы сказала. Все на месте, фигурка тоже ничего. Будь отличницей, учись лучше всех, и все они будут заглядывать тебе в рот. В душе, может, презирая, но тебе на это наплевать. Ты знаешь, что ты лучше всех. Все очень просто. Я помню, на меня произвела сильное впечатление школьная форма. Наши коричневые платья плюс черные и белые фартуки мне казались убогими. Да и вообще я ненавидела школьную форму. Помню, ходила в детский сад, на нас напяливали одинаковые платья и панамки, еще такой жуткой расцветки, что-то там в полоску и в цветочек, ткань из которой шили обычно постельное белье. Меня это так выбешивало, казалось бы, что я тогда понимала. Но ходить строем мне всегда не нравилось. Но вернемся к фильму. Основная масса одноклассников все-таки скоты, не побоюсь этого слова. Сами страдали от этой группировки F4, но поддержали его в травле Чанди. Было смешно, когда Чанди, облизывая пальцы в муке, в яйцах, сетовала на дороговизну продуктов, цену которым не знали эти богатенькие дети. Да, мир изменился, и люди в нем тоже. Столько злобы в наше время, мне кажется, не было. С этим Кучунпё все понятно. Но вся эта безликая толпа, подчиняющаяся воле одного придурка, вызывает презрение. Но девчонка молодец, боец еще тот. Сцена, когда она с разворота ударом ноги сбивает главного героя, просто привела меня в восторг. Зло должно быть наказано, а иначе оно может казаться всемогущим. На самом деле такие, как Чунпё, наверное, ждут не дождутся, когда кто-то сможет противостоять им. Ну, понятное дело, что он влюбился. Как сказала модель про Ку Чунпё, он прячет свое одиночество за своей жестокостью. Подростки просто придурки. Когда натянули трос перед велосипедом, она же могла убиться. Это уже не шалость. Как можно так безответственно относиться к чужой жизни, да и к своей, ведь за этим последует наказание. Просто дебильный поступок, а их радость тупая. Я была лучшего мнения о корейских подростках. Почему родители не написали заявление в полицию? Почему их не посадили или не оштрафовали? А подруга, змея подколотная, какая гадина. Да, в одного парня могли быть влюблены несколько девушек, такое бывает. Но право выбора за ним, если он выбрал не тебя, обидно. Но нужно смириться. Да и в подруге набиваться, чтобы в нужный момент укусить побольнее, может только дрянной человек. Ну поплачь, пострадай, ну пожелай ей смерти. Но делать такие изощренные подставы? И подругу потеряла, и в глазах парня стала выглядеть еще большей дрянью. Родители Чанди тоже меня удивили, любители халявы. Как можно принимать мебель от чужого человека, постороннего? Никаких моральных принципов, чувства собственного достоинства. В конце концов, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сцена прихода в магазин одежды с переодеванием главной героини стала уже классикой и стала меня выбешивать. Хорошо еще, если не звучит «Very Woman». С шестой серии как-то было скучноватое. Мне понравилась подружка главной героини, симпатичная девчонка, и парень, которого играл Ким Бом. Отличная пара, по-моему. Я давно смотрела этот сериал, но последнюю серию совсем не помню. Терпения не хватило, что ли, досмотреть. Оказывается, главный герой после болезни или во время болезни, как всегда, потерял память. И, конечно, она к нему вернулась. Навряд ли школьная любовь может перерасти в удачное замужество. Но так, наверное, тоже бывает. Я не знаю, может, у меня с головой не все в порядке. Почему мне нравятся сериалы про подростков?
Миленький, симпатичный сериал, симпатичные актеры. Один Ли Мин Хо чего стоит. Все-таки рост имеет значение. А в Корее, во всяком случае, точно. У него после этого сериала очень удачно сложилась кинокарьера. Приятный саундтрек. Неужели дело только в этом? Как всегда, не нахожу внятных объяснений. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. А тем, кто уже подписался, огромное спасибо.